Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартио. У меня есть безумная идея, и я смотрю, бог рандома мне улыбается сегодня на 32 зуба, и я надеюсь, в течение всей игры он будет улыбаться мне на все 32 зуба, а не повернется ко мне задницей. Почему я это говорю? Потому что до того, как стартануть сейчас каточку, у меня возникла безумная идея сыграть на шаманах через волшебников. И тут, кстати, есть два легендарных шамана. Как видим, я вот сейчас расширенный пул ставлю себе. Все, у меня просто крыша потекла. И целенаправленно хочу сыграть на шаманах через волшебников. Вы мне скажете, и что же здесь такого безумного? Во-первых, 23 января, когда вышел патч, шаманов сломали. Да, когда вы собирали 6 шаманов, то предметы пропадали. Во-вторых, шаманы вне меты, они слишком мало живут. И не дай бог появится хоть один билд, который довольно-таки будет долго жить, то все. Шаманам кранты. Элементарно приведу пример. Это будет, допустим, воин через волшебников и керри вайпера. Если не упадет мне Дум, то все, мне кранты. И самое главное, это нужны предметы. Предметов нужно куча. Прям такая куча. Но, знаете, у меня есть еще безумнее идея. Я хочу попробовать сегодня сыграть на 6 шаманах. Знаете, почему я сейчас так решил? Потому что есть несколько классных реликвий. Самая главная классная реликвия — это аптечка священника. Это самая главная реликвия, которую я очень хочу. И еще один момент: мне нужны люди. Мне нужна куча людей. Куча людей мне надо. Поэтому сейчас буду использовать все, что у меня здесь есть. Абсолютно все. Поэтому играть через рыцарей, значит, будем играть через рыцарей. Будем играть через людей-то магов, значит, будем играть через людей магов, пока я не соберу себе, соответственно, фул шаманов. Вот и я реально хочу сыграть на фул шаманах. Жалко, конечно, здесь нет Горна, потому что Горн бы, ну, неплохо дополнил бы мой билд. Но здесь еще есть реликвия Мамора. И дай бог, чтобы до 10 раунда ко мне пришел солнечный шаман. Дай бог. Вот реально дай бог, чтобы до 10 раунда ко мне пришел солнечный шаман. О как. Ну, кристалл маны мы берем. Мы кристалл маны берем. И мы не просто так берем этот кристалл маны. Знаете, почему мы берем кристалл маны? Потому что он мне будет необходим на дизраптора. Дизраптор — это, если что, орк-шаман. На него мне будет необходим этот кристалл, плюс блинк. Короче, он будет сразу тэпаться, у него сразу будет 70 маны, одна тычка, фух, у него вся мана. И, соответственно, если получится, я бы хотел закинуть ему посох 3-го тира. Возможно, я даже закину ему агоним. Это, конечно, сверх, потому что тратить предметы, когда ты играешь через шаманов, это грубейшая ошибка. Но давайте так. Я как бы сейчас загадываю наперед, что я буду делать. Но как оно произойдет, что оно произойдет. Может, мне в этой катке вообще шаманы приходить не будут от слова со всеми. Я буду играть на ином билде. А я вам сейчас, так, знаете, лапшу на уши навешиваю. Но, судя по превьюшке, вы узнаете 100%, что это будет за билд. Поэтому я как бы сейчас рассуждаю, говорю, а вот что по факту вы увидите на превьюшке. Естественно, куда же без этого. Можно было бы сейчас поставить, конечно, 2 орков, но хочу ли я ставить этих 2 орков? Волшебников я по-любому беру. Ну, кстати, да, я продам Луну. От нее как-то сейчас толку маловато. Это сейчас от нее толку маловато. Если бы она была в 2 звезды, у меня были немного другие предметы, то, естественно, я бы ее оставил, потому что она бы стылы защищала, будь здоров. Но самое главное, мне нужны люди. Мне нужны люди. И чем раньше, тем лучше. Потому что чем быстрее они ко мне придут, тем, естественно, я больше сэкономлю себе по опыту и, соответственно, быстрее буду подавать уровень. То есть, смотрите, если бы на 3-м раунде у меня уже было 3 человека, я бы уже где-то был в 5-м уровне, не теряя ни одной монетки на ап уровня. И это действительно круто. Но я бы все равно потратил бы деньги, потому что мне нужен 6-й. 6-й мне нужен не просто так. 7% это, ну вот, как вера, понимаете? Как вера в Бога. Есть он или нет. Вот знаете, как вера в Бога. Вот вы не знаете, что на самом деле там, но вы продолжаете верить. Поэтому 7% это то же самое касается, как фиолетовых фигур. 7%. Вера в то, что придет вам нужная фигура. Вот мне сейчас даже люди не приходят. Даже люди ко мне не приходят сейчас. Твари. Да. Человек — это самый опасный хищник. Угу. Так. По предметам на самом деле у меня все гуд. Цепочку 1-го тира я не скипаю по той лишь причине, что эта цепочка пригодится для Empress Light. Но на самом деле, даже если этой цепочки не будет, мне в любом случае придется какую-то найти активку. И хочу сразу вам подметить, ребята. Вдруг кто не знает, то блинк не работает на шаманах. То есть, если же шаман прыгнет с блинком, то блинк, да, это активный предмет, но по факту почему-то шаманы не считают, что блинк это активный предмет.
Чего так сделали? Зачем так сделали? Одному лишь разработчику в шапочке из фольги известно. Хо-хо-хо! Неплохо. Все. 3 человека есть. Единственный минус то, что на 7-м раунде у меня аж 3 человека пришло. Это минус. Вот прикиньте, мне бы сейчас на 3-м раунде пришло 3 человека. Сколько бы опыта я получил и какого уровня я бы сейчас был? Да у меня был бы почти 7 уровень. Но на самом деле я бы потратил бы деньги и купил бы себе 7 уровень. Ну, если игра позволяла бы. У меня даже сейчас по хпшке более-менее. Единственное, что экономика в действительности у меня будет просажена. Просажена будет не просто так. И, кстати, знаете что? Если сейчас раунд выиграю, я выиграю раунд. Все, я сейчас буду покупать уровень. Я буду покупать уровень, потому что я же говорю, мне нужен 6, чтобы получить эту призрачную надежду 7%. 7% призрачную надежду. Давай. Отлично. И смотрите, ребят. Ничего себе. Давайте вот перед тем, как сейчас полностью погрузимся в катку, поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях, сколько инсектоидов будет в катке. Я ставлю ставку на 2 инсектоидов минимум. То есть, как минимум, будет 2 инсектоида. Потому что здесь, кстати, есть реликвия Мамора, и я не просто так делаю на это акцент. Плюс здесь есть аптечка священника. И это второй непростой акцент, если что. Вдруг кто не знает, то через аптечку священников очень-очень комфортно играть на инсектоидах. Если, естественно, их собирать со старта. Мне уже 2 раза Никс, по-моему, пришел. 2 раза мне Никс пришел. Честно, не помню, сколько раз ко мне Никс пришел, но, по-моему, 2 раза. Ничего себе. А так можно было? Кстати, вдруг кто не знает, если ваши легионки... Вот у вас 2 легионки на столе, да, у каждого там настакивается пассивка. Допустим, у одной 100 урона, у второй 100 урона настакались. Если вы вместе ее соедините, то вы получите единую пассивку, и у вас получится 200 урона. Ну, вдруг кто не знает, такой лайфхак небольшой. А бусти, если кто-то хочет сыграть на легионке. Кстати, в действительности, я давненько не играл на легионке. Надо как-то будет попробовать ее записать, интересно. И, ну, вот, ну, тяжело, конечно, играть в текущей мете на какой-то там легионке. Элементарно чел на своих инсектоидах придет, и мне будет очень тяжело против него жить. Очень тяжело. Ну ладно, это мы... Это уже такое. Дело третье, знаете. Дело наживное, как говорится. Так, там тоже... Ух ты, какой скинчик. О, легионочка на белом коне. Неплохо. А мне нравится такое. Но моя легионочка намного сильнее вышла. Так что вот. Светлая сторона силы победила. Не, у меня получается темная сторона. У меня же легионка на темном коне, у нее была... Блин, как правильно сказать? у него была легионка на белом коне. Что-то солнечный шаман как-то вообще не идет. Это плохо. Ну давайте так, если даже солнечный шаман ко мне не придет, я любого другого шамана закину. Ну, естественно, двухмонетного буду закидывать. Блудсикера. Это тот, что орк-шаман. За две монеточки. Я же заговорился. Причем так нормально так буксанул на месте. Такая прогазовочка. Нужно будет посмотреть коробку. А то что-то как-то не очень. Что-то как-то не очень. Коробка в голове барахлит по полной программе. Ну ничего. Ну ничего. Кстати, у меня почти 7 уровень. Возможно, я даже выйду из инкама и возьму себе 7 уровень. Чтобы, естественно, у меня была призрачная надежда на 10% шанс на фиолетовую фигуру. Ну, так, что мне выпало? Ой-ой-ой. Не, Не, я буду, наверное, брать аптечку. Наверное, сегодня мы будем играть на жестком рандоме. Будем играть не на очке и на жестком рандоме. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правильно? Правильно. Поэтому мы что? Верно, мы будем брать аптечку. Мы будем брать аптечку и максимально выходить в уровень. Поэтому мы сейчас вот так вот стол почищаем. Аптечку юзаем. Я более чем уверен, что с таким-то столом я вряд ли начну хоть кого-то выигрывать. И, ну, кроме тех людей, которые играют сейчас на лустрике. Ну, там, например, у тех 2 последних. Поэтому сейчас мы полноценно погружаемся, полностью отдаемся рандому. Сейчас, на самом деле, вы когда играете на шаманах,
то вы должны понимать, что от вас сейчас зависеть будет вот столечко. Вот столечко, потому что это будет ваша удача. Это будет ваша удача. А так вы полностью погружаетесь в бога рандома. Потому что как бог рандома и решит, так и вам будут, соответственно, приходить фигурки. Будут приходить вам фигуры после перевоплощения шаманчиков ваших. Поэтому, ребят, играя на шамана, готовьтесь. Полыхать задница будет, будь здоров. Очень будет жестко полыхать. Прям так будет полыхать, что никакой скипидар рядом не стоит. Или чем еще таким можно жестким намазать? Блин, ну, если быть откровенно честным, экономика у меня сейчас более-менее выровнялась. Но я в любом случае буду эту экономику ломать. Ой-ой-ой. А ну-ка на спам побольше. Знаете, в обычных случаях я бы жестко плевался на спам. Кстати, ни у кого нету гнезда Маморы? Чего? Не... Так, я выхожу из инкама. 8 уровень мне кровь из носа необходим. Я бы даже на самом деле 9 взял. То есть, если будет возможность, я выйду из инкама и возьму 9 уровень. Но это если будет возможность. Если такой возможности не предоставится, соответственно, я этого делать не буду. Там чуваку, кстати, хитрец пришел. Будет кунг-фу здесь. Но кунг-фу мы не боимся, потому что мы и так играем на боге рандома. Я даже бы этот билд назвал бог рандома. Я есть бог дом... бог дом. Бог дом рандома. Бог рандома. Я есть бог рандома. Так, там я вижу уже один антимажик. Один антимажик. Вижу 2 жрецов. Ну, смотрите, как я предсказывал, скорее всего здесь будет 2 инсектоида. Но это пока что то, что я вижу. Поэтому посмотрим чуть глубже, чуть попозже. Прям так полноценно погрузимся. Так, вот тут молодой, он с омником 2 звезды. В самом деле... Хотя не, лучше такая ситуация. Или... Но я сейчас очень надеюсь на то, что мне будут приходить ранние шаманы. Я очень на это надеюсь. Надеюсь прям дико. Я единственный сейчас, который имеет 8 уровень. Единственный. Единственный и неповторимый. Панда, естественно, мне абсолютно ничего не принесла. Ну, по закону подлости. Как же без этого? Кстати, один воин будет. Фридом будет играть на воинах. Этот будет играть на жрецах. На самом деле... Ну, странно немножко, конечно, ладно. И еще один инсектоид. Короче, 2 инсектоида, 1 жрец и 1 будет на воинах. Вот такой вот расклад. Просто, это если что, ну, Александр Таролог Александр. Забыл, как правильно говорится. Таролог Александр, экстрасенс Александр, археолог Александр, биолог Александр. Что там еще? А ну-ка, давайте, ребят, в комментариях добавляйте. Помогайте мне. Сейчас, кстати, после этого раунда я, наверное, выйду в уровень. Да. После этого раунда я буду выходить уровень. Короче, в комментарии добавьте, что там еще можно добавить. Таролог, археолог, биолог, анестезиолог. Кто-то... Короче, давайте, добавляйте в комментарии. Все, я жду ваши комментарии. Хочу почитать их и полахать. Поэтому давайте, подкидывайте. Не стесняйтесь, все что угодно пишите. Все, что вам в голову придет, пишите. Я, кстати, Лину продам, наверное. Она как бы хороша. Но в данном уже случае она не в двойку. И от нее толку как-то маловато. Что там ее урон слугу? На кого она может добить? Кого она может уничтожить в целом? Никого, конечно. Никого. Кстати, обращаюсь сейчас к своим зрителям. Пока вы там пишете комментарии, что-то можно еще добавить, к археологу, биологу и тому подобное. Что вы думаете по поводу прохождения сюжетных игр? На самом деле у меня есть дикое желание пройти несколько сюжетных игр, и я буду делать это на запись и буду это выкладывать. Но перед тем, как я начну их выкладывать, я хочу услышать вашу мысль. Вашу мысль, насколько будет интересно смотреть с моими комментариями. Я думаю, будет прикольно, потому что я там буду добавлять цензуру.
Точнее, там не будет цензуры. Вот так вот правильно выразиться. То есть сейчас на меня нападут акулы. Загрызут по полной программе. 15-й раунд. Сказать, что у меня все окей, ну, это то же самое, что... что ничего не сказать. 49 хп. Димон. Ну, кстати, знаете что? А мне пора... Мне пора выставлять весь стол. Не просто так я это сейчас говорю, почему мне надо выставлять сейчас весь свой стол. Смотрите, у меня осталось 49 хп. Сказать, что это прекрасно, это все равно, что ничего не сказать, естественно. Мне сейчас нужно экономить свою хп. Жреца на всякий случай возьму. Можно даже эту панду продать. Хотя пусть пока стоит. Пусть пока стоит, она мне не мешает. Так, антимаг. Антимаг в одну звезду. Давай делай свое дело. Быстро. Нимба. Просто нимба. Нимба. Боже, какой красавчик. Так, один в поле воин или один в поле не воин? А ну-ка. Наблюдаем. А чё? Раз, два, три. А чё 5 человек ошливнуло? Вы заметили этот прикол? Только что 5 человек улетело из игры. Чё это произошло? Ну, это игра классная. Она же сейчас очень оптимизирована, потому что она лагает, будь здоров. Ну, я думаю, что в скором времени и фризы появятся небольшие по 1-2 секунды, особенно в лейте. Знаете, насколько... Слышь, ты долго жить будешь? Может, пора? Ну, как бы уже время, сдыхай, да? Ну! Ну, Ну, сейчас ничья будет. Естественно. 2 секунды назад он сдох, он... Короче, в задницу. Я только себе настроение буду портить. А что это значит? А что это значит? У меня уже есть 3 шамана. Но знаете, в чем минус? А волшебников я поставить не могу пока что. Это огромный минус. Поэтому пока побалуемся без волшебников. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Смотрите, какая милфочка пришла. Ой-ой-ой, какая... Просто идеальная. Там зверь легендарный выпал мне. Сейчас все очень зависит от того, какие мне легендарные фигуры будут... Какие мне фигуры в целом будут падать. Так, винстрик на базу. Первый пошел. Все, это разрыв. Это разрыв. Им хана. Все, это беспощадный разрыв. Если сейчас приходит не солнечный шаман, то им задница. Ух ты, как... Боже, это ты так отреагировал на то, что я тебя назвал Милфочка? Серьезно? Да, я всегда буду тебя так называть, только приходи почаще. На 17-м раунде. Просто вот... Да. Говорю да, во всем да. Что не скажешь, будет да. Как раз у меня для тебя 2 цепочки. Давай солнечного шамана, ну. Давай. Боже, что это происходит? Что это происходит? Охренеть. Это не то, что это охренеть. Это охренеть ничего себе. И ставим 2 волшебников. Вот так. Все, все, им поминки. Им поминки. Это не контрится. Это не контрится. Все, смотрите сейчас, как я им буду по лицу проезжать. На 18-м раунде у меня есть 6 шаманов. Полноценных 6 шаманов. Боже, дай бог. Сейчас они мне апнутся в 2 звезды. Я очень надеюсь, что дизраптор мне в 2 звезды упадет. Очень надеюсь на это. Я прям буду молиться сейчас богу рандома по полной программе. Так, Сайленс полетел, окей. Бог-жрец думает такой... А как? А что это такое? А сколько минус лицо тебя? Ну-ка. Всего лишь минус 35. Ну, ребят. Если мне упадет сейчас рок войны, я... Желательно 2 рок... Не, ну ладно, и 1 пойдет. Мне нужен рок войны. Почему мне нужен рок войны? Вдруг, кто не знает, то иллюзия Empress Light считается суммоном. И если вы закинете рок войны, а также вы поставите еще одну цветку, то вы можете представить
сколько скорость атаки будет у этой молодой девочки. Ну, ладно, не молодой, милфочки. Вот это вот прекрасные милфочки. Боже, приходи ко мне, только я тебя так буду все время называть, только всегда приходи ко мне. Всегда. Там есть 6 зверей, плевать, всех вынесу, всех порву. У вас там по 90 хп, ничего страшного. На 20-м раунде, если ко мне придет гнездо Мамора, я просто закину одного шамана туда и все. Он у меня будет там расти потихонечку. Ну, это будет хорошо. Это будет прекрасно. Так, инсектоид. Здорово. Ну, конечно, легионка не очень. Кстати, надо немного поменять будет расстановку в будущем, потому что что-то как-то плохо. Как-то... Сколько минус? Ну, всего лишь минус 30. Ну да, нормально. Нормально. Надо как-то так расстановку сделать. Потому что, когда они были только что возле стенки прям полностью, то они могли друг друга закрыть из-за того, что куча иллюзий. У меня же сейчас, кстати, из-за того, что 2 импресски, появляется еще одна импресска. Из-за того, что у меня есть баф цвет. Вообще-то круто. На самом деле, Empress Light можно даже керрить под шаманами. Вот реально ее можно керрить даже под шаманами. Элементарно. Керрите ее. Закидывайте шмотки, самое главное, это рок войны. Потому что ее иллюзия будет на 100% быстрее дамажить. Ну, это просто кайф. Рок войны для нее это имбалансный предмет. Ее иллюзия раскрывает себя, как, не знаю, как свежий глоток воздуха. После завода, естественно. Как сочный бургер. Кстати, все, кто кушает, приятного аппетита. Все, кто засыпает, приятных снов. Надеюсь, я своими эмоциями вас не разбужу, но, в принципе, даже если разбужу, на это надо обратить внимание, понимаете? На это надо обратить внимание. Это слишком кайфово. Не, ну я буду, наверное, брать хпшку. Чем больше у меня будет жить шаман, тем, соответственно, лучше. И я, наверное, возьму, кстати, щит хранителя. Там, конечно, есть шар бездны, но из-за того, что здесь магов нету, как-то плевать на этот шар бездны, поэтому я, наверное, возьму щит хранителя, так как он дает 30 блок урона, 300, ну, короче, в радиус 3 клеток. В 3 клеток-то, елки-палки. Я же даже заговариваться начал. Чисто буксую, молодой. Вот. И плюс это активный предмет. Как бы 30 урона это слезы, но из-за того, что это активный предмет, это уже не слезы. Это уже все. Это уже блин-блинский. Кстати, у меня 20 монет. Все, кстати, знаете, прикольно то, что мне упала сокровищница Джека на 20-м раунде. Но лучше всего, чтобы мне упала мастерская бума. А еще лучше, если бы мне упал метаморфозм. Если бы мне упал метаморфозм, то у меня было бы... Ну, я бы восстановил кучу хп. И тогда бы я бы намного лучше и увереннее себя чувствовал. Потому что, не дай бог, ко мне придет инсектоид, и ему жестко повезет, так он меня испепелит. Он меня просто уничтожит. Боже, как мне это нравится. Чилы такие по 90 хп, которые сидят такие думают, а что это было? А что это только что было? Опа, шмоточка. Шмоточка это хорошо. Шмоточка это прекрасно. Можно было бы одну цвет... О, это плохо. Очень-очень плохо. У него сейчас как бы нет адекватных фигур для инсектоидов. Но то, что он нашел Empress Light, это нездоровая тема. Очень нездоровая тема. Но благо у него 26 хп. Надеюсь, мне повезет, и я ему все хп выбью. Так, антимаг присосался, но Silence Дизраптора сделал свое дело. Плюс уважение Дизраптору, ребята, просто... Фух. Я аж подавился немного. Чел на 6 зверях сидит такой, думает. Не, ну в принципе окей, ладно, и ну я не расстраиваюсь, ну все ок, все норм. Ну, типа, окей. Ну, минус 30, минус 33, так минус 33. Ну, я всю жизнь к этому готовился. Я ждал этого момента, поэтому я, в принципе, не расстроен. Но это жестко. Так, я уже, кстати, в 50 плюс монет сижу. 50 плюс монет сижу. На минуточку.
50 плюс монет сижу. Ну, кстати, я сейчас закинул, конечно, предметы в этого дизраптора. Главное, чтобы этот дизраптор адекватно сейчас перевоплотился, иначе это будет полная хрень. Ой-ой-ой, я забыл. Боже, какой дурак. Знаете, что я забыл? Я забыл то, что мне надо было вот этот ледяной доспех вытащить. Минус 25. Ну, мог бы немного больше нанести. Немного мог бы больше нанести. Ладно, я вот так вот сделаю, чтобы у меня эти шаманы быстро перевоплотились. У меня, в принципе, дизраптор и так закастует свою способность. Плюс, сейчас еще пару человек вылетит, я с них предметы позабираю. Это вообще будет изи. На самом деле, пока что у меня предметов маловато. Почему я говорю, что мастерская бума это неплохой предмет был бы для шаманов? Смотрите, вы бы предметы первого тира переделали в предметы второго тира. Наролили каких-то арканцов, поставили бы шаманов более-менее так кучно, позакидывали им арканцы. Тот, кто надо, закастуется, тот, кто надо, перевоплотиться. То есть я бы, допустим, в Empress Light закинул бы сейчас не по цепочке, а по одной паре арканцов. Тем не менее, когда у меня появится еще одна цветка, там дубликат будет появляться с арканцами. Для шаманов это прям то, что доктор прописал. А вот, кстати, еще один минус, это то, что тут есть дизраптор. Я надеюсь, конечно, ну, 2 звезды не найдет, но, как мы знаем, по закону подлости, то, что я сейчас сказал, он его найдет. Он его найдет, это будет еще та заноза в заднице. Поэтому крепимся, ребята, крепимся. Нас сносит, а мы крепчаем, правильно? Конечно, это немножко по-другому звучит, но у меня это будет звучать так. Так, вот инсектоид пришел. А какие же у меня ужасные фигуры. Ой-ой-ой. Единственная надежда это на Эмбера. Это единственная надежда на Эмбера. Ни на кого здесь больше нет... А, он не сможет. Он слишком слаб. Он слишком слабый. Не. Серьезно? Вот так туп. Ну, помните, я говорил, что все зависит от бога рандома. Играя на шаманах, это полностью рандомный билд. У меня супер ужасные фигуры выпали. Супер ужасные. Какой-то пьянчуга Огр мне упал. Тень упала третьего уровня. То есть Огр, тень. Ну, Омник еще более-менее окей. Омник все-таки это чистый отхил. Это то, что доктор прописал. Но в целом, короче, ситуация такая себе. Обидненько. Обидненько. Ну ладно, я сейчас 10 уровень возьму и полностью сролюсь. Мне нужно усилить свой стол. Я, конечно, надеюсь, что у меня, во-первых, тролль-шаман в 3 звезды будет. И я надеюсь, что у меня шаман-орк будет 1 в 2 звезды, 1 в 3 звезды. Так, здесь Марси у меня появилась. Тут дизраптор у меня появился. Вот дизраптор это прям то, что доктор прописал. Можно почаще. Пусть парочку дизрапторов появится. Ладно, лучше 1 дизраптор. Парочку не надо. Кстати, посох и колечко упал. Отлично. Лучше предметов на дизраптор не найдешь. Так, Милфочка и дизраптор. Милфа и дизраптор. Дизраптор. У меня, кстати, на эту Милфу есть обалденная внешка. Ну, почти... Я, кстати, апну ее. Пусть у меня будет лучше фигура появляться легендарного тира. 3 звезды будут. Вот посмотрите, какая у него внешка. Ну, особо как бы не видно, но у него классная внешка. Я ее, кстати, вырылил с рандомного сундука, который с ежедневных наград дается. Поэтому, кто ежедневные награды не собирает, обязательно собирайте. Можно вот так вот Милфочку бафнуть. Это по-любому из-за того, что внешка мне упала. Отвечаю. Я вот сейчас так задумался, что это в действительности из-за того, что мне внешка упала. Это в действительности так. Если бы не внешка, то она бы мне не упала. Либо же из-за того, что я ее называю Милфой. А ну-ка, в комментарии напишите свои догадки. Так, противный Манки Кинг, но он в единицу. Это... Я надеюсь, сейчас ему минус 32 дам. Пожалуйста. Минус 32. Минус 32. Сдохни. Молю. Ну ладно, 2 хп еще мы как-то, я думаю, переживем в будущем.
катка прям, ну, нервы шатает немного. Прям, знаете, вот немножечко, ну, там подшатывается внутри что-то. Но посох, я так понимаю, я в жизни не настакиваю. Конечно, круто, что такие предметы упали на дизраптора. Но у меня есть впечатление, что я не настакаю этот посох. Я, короче, сейчас все предметы стараюсь не закидывать в одного шамана. Конечно, это не ошибка, то, что ты закинешь все предметы в одного шамана. Это не ошибка. 100% не ошибка. Но я думаю, все-таки как-то лучше пораспределять немного. У меня есть две самые дорогие фигуры. Это сейчас Empress Light и Солнечный Шаман. Вот я думаю, пока что пусть в них будут эти предметы. Дизраптор еще такое, ну, 50 на 50. Мне главное, чтобы дизраптор кастовал. Вот это вот самое главное. Давай вертолет. Сноси весь этот спам этого проклятого насекомого. Жалко, конечно, я тебе минус 26 не дам, скорее всего, да? Ну да, сейчас пару секунд и не... там. Ну, минус 18 это тоже как-то приятно. У. Круто. Это очень круто. Так, а где там цепочка была? Где была цепочка? Угу, вот она. Вот эта цепочка, и я еще немного расстановку поменял, чтобы они кучно все не стояли. Если они будут стоять все кучно, то будут проблемы. Кстати, сейчас либо будет еще 2 раунда, либо же один и все. Дай бог, чтобы мне сейчас, пожалуйста, хорошие фигуры. Хорошие фигуры, я тебя молю. В кого импресска перевоплощается? Хо-хо-хо, спектра 3 звезд. Но мне спектра 3 звезд не особо нравится. Знаете почему? Не, алло, успокойся. Остынь. Фух. Это было близко. Ну, у него там хорошо ваншоты сработали. Короче, мне спектра 3 звезд не нравится тем, что когда вражеские фигуры находятся близко, вплотную, либо друг к другу, либо же к краям стола, к краям стола, то вот этот дух, который оно призывает, свою иллюзию, они пропадают. Это такой тупизм. Я не знаю, зачем разработчики это сделали, но этот дух пропадает. Ну, как бы, понимаете, ладно, я уже ни в чем не сомневаюсь, что разработчики тютю немного. Тютю, потому что у них шапочка из фольги. Классный комментарий мне написали, вот это, что разработчики сидят в шапочке из фольги. Я его теперь буду юзать на постоянку. Имба, а не фраза. Дико извиняюсь, меня аж горло запершило. Я аж в конце, знаете, немножко на месте пробуксовал. Да, всех кучнее ставь, у меня же дизраптор это любит. Ой-ой-ой. И Эмбер 3 звезд, и дизраптор 3 звезд. Успокойся. Вот так вот тебе сайленс на лицо. Да, да. Инсектоида порвал, кунфуиста порвал. Кто молодец? Я молодец. Кто воплотил безумную идею в жизнь? Я, естественно, воплотил безумную идею в жизнь. Короче, это просто красивая катка. Итак, подведем итог. Как обычно, в каждой катке уже по традиции мы в конце подводим итог. И куда ж без моего мнения? Смотрите, первое. Играть на шаманах — это играть с богом рандома как бы 1 на 1. Вот просто ты и бог рандома. Вы вдвоем сидите вот друг напротив друга и вот как бы ролите. Вот все. Вот так вот играется на шаманах. Самое главное то, что я хочу вот дать всем по поводу вот игры на шаманах. Совет — это не перероливайте предметы. Особенно активные. Самая имбовая шмотка — это цепочка. Если до 10 раунда вам падает солнечный шаман, естественно, вы закидываете его вниз дома Мора. Ну, тут как бы без вопросов. Если же не падает, то
орка, шамана за 2 звезды. Если же есть еще 2 шамана, то, честно, мне понравилось. Мне понравилось сыграть на фуловых шаманах. Это реально прикольно было. Это сильно. Особенно если ранние шаманы. Я думаю, в лейте мне было бы очень туго против него, но в целом это дало свои плоды. Я рискнул, и я победил. Просто рискуйте. Рискуйте и получайте эмоции. Это игра рандома. Тут скилл, ну, влияет сейчас, наверное, на процентов 25. То есть 25% это ваше понимание. Вы знаете, что, куда, как собирать. Вы знаете, какие предметы вам необходимы, что вам поможет в катке и тому подобное. Но это 25%. Почему я говорю 25%? Вот элементарно. 3 секунды до конца раунда мне зачитывают ничью. А прикиньте, у меня был бы заспавлен весь стол. Ну вот прикиньте, вот на мгновение задумайтесь. Весь стол заспамленный, допустим, 2-3 звездочными фигурами. Все, я там бы минус лицо делал. Но вот эти вот 3 секунды зарешали бы игру. Потому что там была ничья, а в следующей катке ему повезло, и он вынес меня. Ну вот как-то так бы игралось. Как-то так. Поэтому, ребят, не расстраивайтесь. Рискуйте, рискуйте, получайте эмоции. Плевать, сколько вы трайв сделаете. Но сразу говорю, играть на шаманах через волшебников — это обоюдоострый меч. Шаманы живут 20 секунд. Серьезно. Из которых еще 2 секунды им надо пережить, когда перевоплотиться. Потому что, если что, шаманы перевоплощаются через 2 секунды. И второй мой совет. Точнее, первый совет заключается в том, что никогда не рольте предметы, а оставляйте активные предметы. Цепочка первого тира имба, поэтому ее оставляйте по-любому. Даже можете маску берсерка оставить. В любом случае вы цепочкой первого тира активируете перевоплощение шамана. И внимательно смотрите за тем, кто против вас играет. Если там слишком много спама, ваши шаманы просто переживать их не будут. 20 секунд времени шаманы живут. 20 секунд времени. Это такой юзлесс. Это просто юзлесс. Еще 2 секунды у них стана перед перевоплощением. Это вообще кринж, спасибо. Ну, разработчики молодцы, не знаю, зачем они это сделали, но, во-первых, я считаю, что шаманов нужно апнуть на 25 секунд. Либо же оставить им 20 секунд, но чтобы никаких дубликатов предмет. И чтобы все предметы активировались. Абсолютно все. То есть некромиконы и тому подобное, что все активировалось. Вот тогда 20 секунд я считаю нормально. Но чтобы не было никаких дубликатов предмет, чтобы полностью все предметы активировались. И я считаю, шаманы тогда будут отличные, играбельные и сбалансированные. Потому что 20 секунд времени, must have. Ох. Ну, в принципе, что еще могу сказать по шаманчикам такой? Первый совет сказал, второй совет это... Точно, второй совет... О, у меня из головы вообще вылетел этот совет. Смотрите, мне вот писали в комментариях, и я говорю вам, я попробовал, поэкспериментировать, и в действительности в комментариях были правы. Оставьте несколько фигур, которые с активными будут скиллами. То есть, допустим, если вы собрали орка шамана в 2 звезды дизраптора, по-любому он должен закастить свою точку. Если вы собрали орка шамана за 2 монетки, которые в 3 звезды, по-любому он должен закастить. Если у вас есть гримтач и у вас есть орк, точнее тролль шаман в 3 звезды, то по-любому дайте ему закастить, потому что пол стола будет находиться в 8 секунд хексе. Ну тут, я думаю, как бы сами сопоставите, это очень круто. Ну, я потестировал, и в действительности оно того стоит. Оно того стоит, чтобы потерять немного хп, но тем самым закастить эти способности. Просто тот же самый Bloodseeker, который дает на пол стола чистый урон плюс 4 секунды сайленса. Это прям добротные цифры. Единственное, наверное, когда не стоит этого юзать, это когда, наверное, много моментального урона. Только в этом случае не надо как бы ждать, а сразу надо перевоплощать их. Ну, тут, короче, давайте так. Что думаете в целом по поводу катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забываем, лайки. Катка настолько была обалденная, поэтому, ребят, лайки. Я жду от вас лайки. Поддержим, комментируем, не стесняемся. Мне интересны ваши комментарии почитать. Что вы думаете по поводу катки? Как вы разделяете со мной эти эмоции? Короче, все что угодно. Мне это интересно. И лайки. Лайки просто за такую катку, за такую безумную идею. Лайк обязательно. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мой YouTube канал и Telegram канал. Telegram закреплен в описании и в комментариях, а также на экране появится QR-код. Всем удачи!